1989 году на глубине 12 тысяч метров бур Кольской сверхглубокой скважины внезапно провалился в гигантскую пустоту, где температурные датчики мгновенно зашкалили за 2000 градусов, а специальные микрофоны зафиксировали леденящие душу звуки, которые заставили седых академиков в ужасе бросить оборудование. Это не было технической накладкой или просто шумом литосферных плит. Ведь секретные протоколы того времени, доступ к которым закрыт по сей день, описывают явления, полностью противоречащие законам физики и официальной геологии. Мы привыкли думать, что советская наука была исключительно материалистичной, но результаты закрытых проектов того времени свидетельствуют о том, что исследователи вплотную подошли к границам миров, о которых нам запрещено знать. Почему сложнейшие и баснословно дорогие эксперименты внезапно прекращались на пике успеха, а архивы вывозились в неизвестном направлении? Главный вопрос в том, была ли эта неудача случайной, или ученые намеренно закрыли дверь, в которую им не следовало стучать? Ответ в конце этого видео. За десятилетия существования Советского Союза за закрытыми дверями номерных научно-исследовательских институтов проводились опыты, масштаб которых сегодня кажется немыслимым. В этом выпуске мы детально разберем 5 самых охраняемых тайн, которые ставят под сомнение всю официальную историю нашего мира. Сначала мы отправимся на крайний север, к той самой скважине, которая должна была стать триумфом геологии, но превратилась в портал, напугавший само руководство страны. Затем мы перенесемся в Крым начала 2000-х годов, где группа исследователей, используя старые военные карты, обнаружила систему подземных пирамид, чей возраст превышает египетский в десятки раз. Далее мы изучим феномен проекта «Сетка», в рамках которого военные и ученые по всему Союзу годами фиксировали объекты, чьи технологии передвижения опережают человеческие на тысячи лет. Мы заглянем в зеркальные комнаты профессора Казначеева, где время и пространство начали вести себя как живая материя, позволяя людям видеть прошлое. И, наконец, мы доберемся до ледяных щитов Антарктиды, где советские полярники столкнулись с чем-то настолько древним и могущественным, что это заставило их навсегда покинуть обжитые базы. Все эти, на первый взгляд, разные эксперименты объединены одной невидимой нитью. Они доказали существование на Земле следов цивилизации, которая владела технологиями богов задолго до появления человека. Официальная наука хранит молчание. Но факты, которые вы сегодня услышите, говорят сами за себя. Наш путь начинается в Мурманской области, всего в 10 километрах к западу от города Заполярный, среди суровых и безжизненных скал Кольского полуострова. Именно здесь, в 1907 году, в честь столетия Владимира Ильича Ленина, началось бурение скважины, получившей кодовое обозначение СГ-3. Руководил проектом выдающийся ученый Давид Миронович Губерман. Целью было заглянуть в недра планеты на глубину 15 тысяч метров, чтобы увидеть то, что скрыто от глаз человечества миллиарды лет. Однако первый же серьезный результат вызвал удивление на глубине, где по расчетам должна была находиться твердая гранитная плита. Бур начал вести себя так, словно он проходит сквозь мягкий воск, открывая слои, которых не должно было существовать в земной коре. Официальная академическая наука преподносит Кольскую сверхглубокую как исключительно научный триумф, позволивший уточнить строение земной коры. Геологи утверждают, что проект помог обнаружить залежи золота и других ценных металлов на недоступных ранее глубинах, а также опроверг гипотезу о двухслойном строении литосферы. Считается, что бурение было прекращено в 1992 году из-за банального отсутствия финансирования после распада Советского Союза и технических сложностей, связанных с высокой температурой. Ученые говорят о достигнутой глубине в 12 262 метра как о пределе прочности советских металлов и оборудования того времени. Версия выглядит вполне логично, если не учитывать те странные события, которые происходили на объекте непосредственно перед его закрытием. Существует как минимум 3 факта, которые официальные отчеты стараются обходить стороной. Во-первых, на глубине 9000 метров исследователи обнаружили окаменевшие остатки микроорганизмов, возраст которых составлял более 2 миллиардов лет.
Это полностью ломало теорию о том, что жизнь на такой глубине невозможна из-за колоссального давления. Во-вторых, реальная температура на 12-километровой отметке составила 180 градусов по Цельсию, что в 2 раза превышало все теоретические прогнозы. Но самое шокирующее произошло в 1989 году. Давид Губерман в одном из своих редких интервью признался, что после мощного акустического взрыва на дно скважины спустили термостойкие микрофоны. Они записали человеческие крики, полные ужаса. Через несколько дней произошел мощный выброс газа, хотя сейсмическая активность в этом регионе была нулевой. Геолог Ефим Хайкин, присутствовавший при измерениях, позже вспоминал, что приборы фиксировали аномальные колебания, которые невозможно было объяснить движением литосферных плит. Это выглядело так, будто что-то изнутри пыталось вырваться на поверхность. Независимые исследователи и приверженцы альтернативной истории уверены, Кольская скважина была не просто геологическим проектом, а попыткой Советского Союза найти источник неисчерпаемой энергии или даже вступить в контакт с иными формами жизни, обитающими внутри планеты. Существует гипотеза, что бур пробил оболочку огромного подземного резервуара, который является частью древней технологической системы, поддерживающей жизнедеятельность Земли. Некоторые исследователи, такие как Виктор Ковтун, предполагают, что звуки криков были ничем иным, как закодированной передачей данных от древнего биокомпьютера, встроенного в ядро планеты. Советское руководство, осознав, что они столкнулись с силой, которую невозможно контролировать, приняло решение немедленно законсервировать объект, выдумав историю про нехватку денег. Самая большая тайна заключается в том, почему после прекращения работ в 1992 году скважина была не просто закрыта, а буквально заварена тяжелым стальным люком. А все оборудование стоимостью в миллионы советских рублей брошено гнить под открытым небом. Если это был просто научный объект, почему его охраняли еще несколько лет после консервации, словно опасаясь, что кто-то или что-то выберется из этой узкой дыры диаметром в 23 сантиметра? Неужели за 13 километрами стали и камня скрывается не просто пустота, а нечто живое и крайне враждебное нашему миру? Но это место не единственное, где советские ученые пытались прикоснуться к запретным тайнам Земли. Ведь на другом конце страны, в Крыму, поиски воды привели к открытию, которое полностью переписывает учебники истории – Крымские пирамиды. В 2001 году группа исследователей под руководством кандидата технических наук, бывшего военного моряка Виталия Анатольевича Гоха, проводила работы в районе Севастополя. Первоначальной целью был поиск альтернативных источников пресной воды для нужд флота. С помощью метода геофизического резонанса ученые сканировали почву и внезапно наткнулись на гигантский объект правильной геометрической формы, скрытый под толщей земли на глубине около 10 метров. Точные координаты указывали на район Камышового шоссе. Как только начались первые раскопки, стало ясно. Перед исследователями не природное образование, а верхушка колоссального сооружения, напоминающего пирамиду, стены которой были покрыты неизвестным составом на основе свинца и гипса. Представители классической археологии и геологических институтов Украины и России поспешили заявить, что находка Виталия Гоха – это всего лишь специфические известняковые образования, возникшие миллионы лет назад в результате движения тектонических плит и воздействия грунтовых вод. Официальная позиция гласит, что так называемые пирамиды являются частью древнего морского дна, а их форма – игра природы. Ученые отказываются признавать их рукотворность, ссылаясь на то, что в ту эпоху, которой датируются слои почвы, а это около 60 миллионов лет назад, на Земле просто не могло существовать разумных существ, способных возводить сооружения высотой в 45 метров. Исследования были быстро свернуты, а финансирование раскопок прекращено под предлогом их ненаучности. Однако факты говорят об обратном. Во-первых, Виталий Гох и его команда обнаружили в окрестностях Севастополя не одну, а 7 таких пирамид, расположенных на одной линии, от мыса Сарыч до Камышовой бухты.
Во-вторых, замеры показали, что внутри этих структур существует мощное торсионное поле и электромагнитное излучение определенной частоты, которое благотворно влияет на состояние здоровья людей, находящихся рядом, но выводит из строя точную электронику. В-третьих, химический анализ внешней отделки стен показал наличие алюминия и меди в пропорциях, которые характерны для современных полупроводников, но никак не для природного известняка. Исследователь Александр Пилявский, работавший в группе, утверждал, что пирамиды соединены между собой подземными тоннелями, а их ориентация по сторонам света совпадает с великими пирамидами Гизы в Египте с погрешностью менее 1 градуса. Как природа могла создать 7 одинаковых объектов, выстроенных в строгую линию? Сторонники альтернативной истории выдвигают теорию, согласно которой крымские пирамиды являются частью глобальной энергетической сети древности. Эти сооружения могли выполнять роль ретрансляторов энергии или гигантских антенн для связи с объектами в ближнем космосе. Виталий Гох предполагал, что пирамиды были построены допотопной цивилизацией, возможно, представителями атлантов или пришельцами, для стабилизации геодинамических процессов в земной коре. Существует мнение, что именно эти объекты являются причиной многих аномальных явлений в Черном море. Некоторые независимые эксперты полагают, что под каждой пирамидой находится камера с биологическим объектом, находящимся в состоянии анабиоза, своего рода генофонд планеты на случай глобальной катастрофы. Самым невероятным моментом исследования стала находка на вершине одной из пирамид небольшого сферического объекта, который ученые прозвали сфинксом. При попытке пробурить его поверхность, алмазное сверло сломалось, не оставив даже царапины, а все участники группы внезапно почувствовали сильнейший упадок сил. До сих пор остается неясным, если это природный объект, то почему он обладает такой четкой математической структурой и излучает энергию, которую наша наука только учится измерять? И почему после огласки результатов раскопок доступ к шахтам был внезапно заблокирован бетонными плитами? И вот что самое странное, в тысячах километров отсюда, в безжизненных пустынях Средней Азии, советские военные в те же годы столкнулись с объектами, которые также не вписывались в земную логику. Как вы считаете, ученые действительно столкнулись с техническим тупиком, или им просто приказали замолчать в одном шаге от величайшего открытия в истории? В 1977 году над Петрозаводском произошло событие, которое потрясло Советский Союз. Огромный объект, напоминающий гигантскую медузу, завис над городом, испуская световые лучи, которые прожигали окна и асфальт. Это заставило советское правительство запустить одну из самых масштабных и секретных исследовательских программ – проект «Сетка». Главной целью было изучение неопознанных атмосферных явлений. Самые интригующие данные стали поступать из пустыни Кызылкум в Узбекистане, в районе Заравшана, где в 1980 году геологи случайно наткнулись на гигантские концентрические круги на песке и оплавленные до состояния стекла камни, словно после применения мощного плазменного оружия. Официальные структуры Министерства обороны СССР, курировавшие сетку, всегда утверждали, что 95% наблюдаемых явлений имеют сугубо земное физическое происхождение. Это могли быть запуски метеозондов, редкие атмосферные оптические эффекты или испытания новой секретной авиации. Что касается аномалий в пустыне Кызылкум, то их списали на результаты подземных испытаний или падения ступеней ракет-носителей с космодрома Байконур. Ученые из Академии наук, привлеченные к проекту, составляли подробные отчеты, в которых доказывали, что оплавленные камни – это всего лишь фульгуриты, образовавшиеся от ударов молний в песок. Государственная машина работала на то, чтобы успокоить население и пресечь любые слухи о внеземном присутствии. Однако реальные документы проекта «Сетка», часть из которых была рассекречена только в 2000-х годах, говорят о совершенно ином. Во-первых, полковник Александр Плаксин, курировавший сбор данных от военных гарнизонов, в 1985 году доложил о фиксации объекта над Кызылкумом, который двигался со скоростью 35 тысяч километров в час, совершая при этом повороты под углом 90 градусов, что разрушило бы любой известный земной аппарат.
Во-вторых, геолог Николай Рудников, исследовавший зону Заравшана, обнаружил в центре оплавленных кругов микроскопические частицы сплава вольфрама и неизвестного науке изотопа магния, температура плавления которых превышает 3000 градусов. В-третьих, радары зенитно-ракетных комплексов неоднократно ловили устойчивые сигналы от объектов размером более километра, которые внезапно исчезали с экранов, словно растворяясь в воздухе. Ни один метеозонд или природный феномен не способен оставлять после себя радиоактивный фон, который фиксировали дозиметры в местах этих контактов. Альтернативные исследователи и бывшие сотрудники спецслужб утверждают, что в рамках сетки советские военные не просто наблюдали, а пытались вступить в контакт с высокоразвитой цивилизацией. Существует версия, что пустыня Кызылкум служила неким перевалочным пунктом или базой для внеземных кораблей, использующих подземные пустоты. Уфолог Владимир Жажа предполагал, что проект был прикрытием для программы обратного инжиниринга, попытки скопировать технологии разбившихся инопланетных аппаратов. Некоторые теоретики даже заявляют, что советское руководство заключило негласное соглашение с пришельцами. Обмен передовых знаний на возможность проводить эксперименты на территории СССР в безлюдных зонах. Самая тревожная загадка проекта «Сетка» заключается в том, что в 1990 году, когда программа была внезапно свернута, тысячи папок с рапортами пилотов-истребителей и снимками со спутников просто бесследно исчезли из архивов Министерства обороны. Что такого находилось в тех 5% дел, которые даже официальная комиссия не смогла объяснить? Были ли это чертежи двигателей, работающих на иных физических принципах? Или же доказательство того, что мы на этой планете далеко не главные хозяева? Но пока военные гонялись за призраками в небе, академик Казначеев в Новосибирске проводил эксперименты, доказывающие, что тайны скрыты не только в космосе, но и в самом человеческом сознании. В конце 80-х годов прошлого века в Институте клинической и экспериментальной медицины в Новосибирске начались опыты, результаты которых до сих пор заставляют вздрагивать физиков-теоретиков. Академик Влаиль Петрович Казначеев, опираясь на работы астрофизика Николая Козырёва, сконструировал так называемые «зеркала Козырёва» – специальные установки из скрученных в спираль листов алюминия. Помещая человека в фокус этих зеркал, исследователи пытались экранировать его от геомагнитного поля Земли и уловить тонкие энергии, которые Козырев называл «потоками времени». Эксперименты, проводившиеся с 1989 по 1993 год, дали ошеломляющие результаты. Люди внутри цилиндров начинали видеть картины прошлого и будущего. Академическая наука категорически отвергает мистическую природу экспериментов Казначеева. Физиолог и нейробиолог профессор Эдуард Кругляков заявлял, что все видения и ощущения испытуемых внутри зеркальных колб – это не более чем результат сенсорной депривации. Находясь в изолированном, тесном пространстве, человеческий мозг начинает генерировать галлюцинации. Ученые считают, что изменение давления, чувство полета и видение исторических событий – это классические проявления измененного состояния сознания, не имеющие ничего общего с физикой времени или телепатией. Проект был лишён государственного финансирования как не имеющий научной перспективы. Однако документы лаборатории фиксируют феномены, которые невозможно объяснить простыми галлюцинациями. Во-первых, во время глобального эксперимента в 1990 году, когда люди в зеркалах Казначеева передавали символы, эти же символы одновременно принимали участники опытов в Европе и Америке, причем задержка связи составляла 0 секунд. Это доказало существование мгновенной передачи информации на огромные расстояния. Во-вторых, над зданием института в Новосибирске часто фиксировали появление светящихся плазмоидов, шарообразных объектов, которые зависали прямо над крышей. В-третьих, медицинские датчики, прикрепленные к испытуемым, показывали мгновенное изменение состава крови и резкий скачок электромагнитной активности мозга в тот момент, когда человек утверждал, что переместился в другую эпоху. Доктор медицинских наук Александр Трофимов задокументировал случаи, когда люди внутри колбы детально описывали события, происходившие за тысячи километров от них в реальном времени.
Независимые исследователи считают, что зеркала Козырева-Казначеева– это не просто оптическое устройство, а машина времени, работающая на принципах квантовой запутанности и торсионных полей. Сторонники этой теории предполагают, что алюминиевая спираль способна уплотнять энергию времени, меняя его плотность и позволяя человеческому сознанию подключаться к единому информационному полю Вселенной, своеобразной глобальной базе данных, где хранится все прошлое, настоящее и будущее. Экстрасенсы и эзотерики утверждают, что советские ученые вплотную подошли к созданию устройства для ментальных путешествий во времени и астральной разведки, что могло бы дать СССР неоспоримое преимущество в холодной войне. Самая жуткая деталь этих экспериментов состоит в том, что некоторые испытуемые отказывались снова входить в установку, описывая встречу с сущностями из других измерений, которые предупреждали их об опасности. Однажды при попытке активировать самую большую установку внутри колбы возникло свечение, а все приборы в лаборатории вышли из строя. Что на самом деле открыли новосибирские ученые – окно в информационное поле Земли, или дверь, в которую постучало нечто, находящееся за гранью нашего понимания физики? А теперь перенесемся на другой конец света, в самое холодное и неприступное место на планете, где ледяные просторы хранят тайны, от которых советские исследователи бежали в панике. Мы отправляемся в самую холодную точку планеты, в самое сердце Антарктиды, на советскую станцию «Восток». Именно здесь, под 4-километровым слоем льда, скрыта одна из величайших загадок Земли – гигантское пресноводное озеро, которое было изолировано от внешнего мира миллионы лет. Хотя официальное подтверждение существования озера Восток произошло только в 1996 году, первые расчеты и секретные данные были получены советским ученым Андреем Петровичем Капицей еще в середине 50-х годов прошлого века. Первые же попытки глубокого бурения, начатые в 70-х, привели к серии странных происшествий. Техника выходила из строя без видимых причин, а полярники начали сообщать о необъяснимых звуковых колебаниях, исходящих прямо из-под ледяного панциря. Официальная наука трактует проект «Восток» как чисто климатическое и биологическое исследование. Основная цель бурения заключалась в получении кернов льда, по которым можно изучить состав атмосферы планеты за последние сотни тысяч лет. Ученые утверждают, что остановки бурения были вызваны исключительно экологическими нормами, опасением загрязнить реликтовые воды озера земными химикатами и бактериями. Согласно официальным отчетам, никакой мистики в Антарктиде нет, а все сложности связаны с экстремальными температурами и колоссальным давлением льда, которое просто схлопывает скважину при малейшей ошибке инженеров. Однако реальная хроника событий на станции «Восток» содержит факты, которые не вписываются в отчеты для общественности. Во-первых, в 2001 году американские спутники зафиксировали в районе северной части озера мощнейшую магнитную аномалию, центр которой находился глубоко под водой. Ее интенсивность была такова, что она вызывала сбои в работе орбитальных аппаратов. Во-вторых, доктор биологических наук Сергей Булат, работавший с пробами воды, обнаружил в них следы ДНК микроорганизмов, которые на 86% не совпадают ни с одной известной формой жизни на Земле. В-третьих, в феврале 2002 года на станции произошла экстренная и крайне засекреченная эвакуация группы ученых, детали которой не разглашаются до сих пор. Исследователь Жан-Робер Петти упоминал в частных беседах о странных «золотых нитях», обнаруженных внутри ледяных цилиндров на глубине 3500 метров. Эти нити имели явно искусственное происхождение и обладали сверхпроводимостью при сверхнизких температурах. Независимые исследователи, такие как Николай Субботин, предполагают, что озеро Восток скрывает остатки древней технологической базы, построенной цивилизацией, населявшей Антарктиду еще до ее оледенения. Существует гипотеза, что магнитная аномалия – это работающий энергетический реактор или гигантский передатчик, который активировался в ответ на приближение бура. Некоторые эксперты заходят еще дальше, утверждая, что советские полярники обнаружили подо льдом герметичные полости с искусственным климатом.
Эти пустоты могли использоваться для экспериментов по созданию новых видов жизни или как убежище для высокопоставленных лиц после глобальных катаклизмов прошлого. Возможно, именно здесь находится ключ к пониманию того, почему Гитлер проявлял такой интерес к Новой Швабии и почему СССР тратил колоссальные ресурсы на поддержание базы в самом непригодном для жизни месте планеты. Главный вопрос, на который нет ответа, почему в 2005 году, когда до поверхности воды оставались считанные десятки метров, работы были внезапно заморожены почти на 7 лет. И что именно увидели видеокамеры, опущенные в скважину в 2012 году? Если оригинальные записи были немедленно изъяты спецслужбами, а широкой публике показали лишь мутные кадры с пузырьками воздуха. Неужели на дне этого черного озера, под давлением в 400 атмосфер, до сих пор функционирует нечто, созданное нечеловеческими руками? И вот здесь мы подходим к самому главному, ведь все 5 объектов, о которых мы говорили, связаны между собой гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд. Проанализировав все эти факты, мы начинаем видеть пугающую, но невероятно стройную закономерность. Давайте соединим точки на карте нашей истории. Во-первых, все 5 объектов, от Кольской скважины до озера Восток, демонстрируют наличие на Земле аномальных зон с нетипичным электромагнитным излучением. Это не природный фон, это следствие работы неких структур, скрытых глубоко в литосфере или подо льдом. Во-вторых, каждый из этих экспериментов был внезапно остановлен именно в тот момент, когда ученые вплотную приближались к физическому контакту с источником аномалии. Деньги находились на космос, на войны. Но на последние 100 метров бурения почему-то нет. В-третьих, во всех случаях мы видим вмешательство силовых структур и мгновенное засекречивание данных. Это означает, что находки не просто имели научную ценность, они обладали стратегическим потенциалом, способным изменить баланс сил на всей планете. В-четвертых, везде фигурируют технологии, которые опережают наше время, сверхпроводящие сплавы в Антарктиде, мгновенная передача мыслей в зеркалах Казначеева, математически точные энергетические сети в Крыму. Может ли это быть случайным совпадением? Или Советский Союз, обладая колоссальной мощью и армией лучших умов, планомерно искал наследие древних богов? Похоже, что наши предки, или те, кто пришел до них, оставили после себя систему, которую мы только начинаем осознавать. Мы видим лишь верхушку айсберга, в то время как истинные хозяева этих технологий, возможно, никогда и не покидали Землю, а просто ушли вглубь, наблюдая за нашими жалкими попытками взломать их секреты. В самом начале этого видео я поставил вопрос, была ли остановка Кольской скважины технической неудачей или намеренным актом спасения человечества от того, к чему оно еще не готово. Теперь, зная о крымских пирамидах, зеркалах времени и тайнах Антарктиды, ответ кажется очевидным. Советские ученые не просто бурили Землю или строили лаборатории, они пытались пробить стену, отделяющую наш материальный мир от реальности совершенно иного порядка. И судя по тому, как поспешно были заварены люки и стерты архивы, они увидели за этой стеной нечто такое, что заставило самых убежденных атеистов и материалистов поверить в запредельное. Мы живем на поверхности планеты, о которой не знаем почти ничего. Под нашими ногами тысячи километров пустот, наполненных древней силой, а над нашими головами космос, который уже давно наблюдает за нашими экспериментами. Возможно, молчание официальной науки – это единственное, что оберегает нас от паники. Что вы думаете об этих секретных проектах? Были ли крики из Кольской скважины реальностью? Или это мистификация, призванная скрыть еще более страшную правду? Напишите в комментариях, что вы думаете об этих открытиях, и не забудьте подписаться, чтобы вместе с нами продолжать искать истину в архивах, которые предпочли бы оставить закрытыми. До встречи в следующих расследованиях.